В эфире информационная сводка. В ООН призвали не применять кассетные боеприпасы после гибели военкора. Об этом заявил официальный представитель ОВКПЧ Марта Уртада. Кассетные боеприпасы разбрасывают на большой территории небольшие, часто яркие или разноцветные бомбы, многие из которых не взрываются сразу, но могут убивать и калечить в течение многих лет после этого. Уртада подчеркнула, что применение кассетных боеприпасов должно быть немедленно прекращено. Европа должна выделить Украине еще $100 миллиардов. Об этом заявил Дональд Трамп. Экс-президент недоволен тем, что США платят больше, несмотря на то, что Европа находится гораздо ближе к фронту. «Почему у нас $150 миллиардов, а у них 20?» – возмутился Трамп, добавив, что гораздо меньшая помощь Европы влияет на нее саму заметно сильнее, чем ситуация с США. Министр обороны Украины надеется, что страну примут НАТО уже в 2024 году. При этом он признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что к следующему лету конфликт будет завершен, а пока, по его словам, Киев продолжит проводить необходимые для вступления реформы. ФСБ России сообщает, что в целях предотвращения террористических и диверсионных акций проводятся проверки судов, которые идут через Керченский пролив. По данным ведомства, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Установлено, что в мае судно находилось в украинском порту Килия, в июле в турецком порту Тузла. Полностью там сменилась команда. Она состояла из 12 граждан Украины. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. США увеличили численность своих военных на базах Сирии с 500 до 1500 человек. Об этом сообщила сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность 15 июля достигла 1500 человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из сил демократической Сирии. Другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасаке и соседней провинции Дер-эз-Зор. ВСУ несут большие потери из-за безуспешных попыток контрнаступления. Их боевой дух падает. Об этом рассказали украинские военные газете «Киев-Пост». Они отмечают, что боевой дух в подразделениях падает из-за постоянных и нарастающих потерь. Цитата. «За месяц мы продвинулись всего на 1,5 километра. Мы продвигаемся вперед на дюймы. Но я не думаю, что это стоит тех человеческих ресурсов и той техники, которые мы потратили», рассказал газете украинский военный медик и попросил не обнародовать его имя.